Привет, мои дорогие! Это канал о главном и случайном. И мы сейчас с вами без вариантов посмотрим такую тему. Простит ли он тебя? Если вы поругались, и ты была инициатором этого всего, то есть тема «Простит ли он тебя?» и ты знаешь, что ты где-то виновата, давайте с вами погадаем на такую тему. Простит ли тебя этот загаданный тобой мужчина? Давайте посмотрим, девочки. Таро у нас называется «Сумасшедший дом». И посмотрим, простит ли он тебя. Он сейчас, девочки, думает, да, он в раздумьях, то есть ему тяжело об этом думать. Он не знает, какое принять решение по поводу тебя. Но вот вообще не знает, что делать. Думает, склоняется к тому, чтобы все-таки не простить. Шестерка мечей выпала здесь, да. Склоняясь, что я тебя все-таки не прощу. Очень обижен. Четверка мечей с двойкой костей. С императрицей. Он думает о том, что тебе и так в жизни хорошо, и то, что вот ты сделала по отношению к нему, это твое было решение, и в любой бы другой ситуации ты повела себя бы так же, то есть чтобы это повторялось, что это может повторяться, потому что это часть твоего характера, с которой он резко не согласен, у него такое, знаешь, негодование по поводу того, что ты сделала. То есть он понимает, что, скорее всего, это может его ранить в будущем, и ему не очень хочется, скажем так, с тобой мириться. Он, девочки, сейчас не согласен мириться. Тройка кубков скучает. Ну, скучает, думает. У него есть любовные мысли, но он уже вошел в состояние отшельника. То есть он принял это. Он принял то, что вы не вместе. Он принял то, что он один. Он считает себя обиженным, преданным, растоптанным. Ты выпала императрицей, а он отшельником. Вот в ближайшее время точно, девочки, нет. И это ближайшее время может затянуться на несколько месяцев, может даже и лет, да. То есть он считает, что то, что ты сделала, это часть вот тебя, твоей личности, твоего характера. И то, что ты это можешь делать постоянно. И я сомневаюсь, что ты даже просила прощения у него. Или он этому твоему прощению не поверил. И оно ему никак не дается. И он принял себя в том состоянии без тебя. Он принял его, что, возможно, у нас разные пути. Он, девочки, не нашел дорогую, он не вышибает клин клином, да. У него сейчас в голове пусто, в душе его тоже пусто, и на сердце пусто у него тоже, отшельник. То, что ты, вот смотри, ты могла сделать все, что угодно, да, что привело к тому, что вот так вот, ну, это даже не то, что обидело его, сколько он понял, да, что ему с этим тяжело быть. Если он будет это прощать, он будет чувствовать себя растоптанным, он не хочет каких-то манипуляций. Если бы он, девочки, хотел бы вот что-то от вас такое, да, то он бы где-то и съел это Г, понимаете, которое вы что-то сделали в его сторону. Но он не из таких, чтобы манипулировать вами, да, абьюзить вас и все остальное. Он, кстати, вот где-то понимает, что вот если он сейчас сдастся, что вы можете проделать это с ним постоянно. Он не чувствует себя императором рядом с вами, как с императрицей. Он чувствует себя отшельником. Давайте еще глянем, простит ли он тебя. Император выпал. Потом, девочки, но это со временем и очень, кстати, не быстро до него, кстати, будет доходить что-то, да, будет что-то доходить. Ему надо самостоятельно
Это все, как говорится, знаете, ему надо спектись, да, или как это сказать, да, ему надо самому дойти как тесту, самому созреть, самому испектись, спечись, как это, девочки, правильно, испектись в этом всем, понимаешь, и повариться в этом всем ему надо. Вот это вот одиночество без тебя, да, жизнь без тебя, она тоже ему нужна для того, чтобы понять вообще, что он хочет в этой жизни, почему это с ним произошло, надо ли ему это. И так как выпадают все-таки старшие арканы, это говорит на то, это что у него уйдет на это довольно-таки много времени. И, возможно, девочки, он не будет с вами мириться, да, не пойдет на это. Если перевесит в нем то состояние, что он с этим вообще не согласен и с этим не смирится. Тут есть еще такой один момент. Вы тут на грани. Тут выпали две карты. И 9-й старший аркан отшельника, и 4-й старший аркан императора, да, и двойка пентаклей. То есть он, девочки, вот на чаше весов. И эти весы никуда не сдвинулись. Никуда не сдвинулись ни в одну, ни в другую сторону. Он понимает, что если он как-то вас простит, что это будет дальше? Сможет ли он стать императором после вот этого всего? Или он все время будет в этом подавленном состоянии? И отшельник рядом с императрицей, он травмирует ее. То есть он может и вернуться к вам, и будет это, знаете, такое, знаете, его слабость. И он потом будет вам это вспоминать. Он будет вас пилить, потому что он не простит этого, да. И каждый раз вот он будет думать и пилить вас, вспоминать вам это и все остальное. Или, девочки, он может прийти здесь, но это тоже спустя время, и прийти императором, то есть уважаемым человеком вернуться, да. И вы забудете, и он забудет, и вы забудете об этом, перерастете это. Это должна пройти какая-то, еще раз говорю, событийность определенная в вашей жизни. И в его жизни, и в вашей жизни. Старшими арканами девочки проводят. То есть вы можете вернуться друг к другу только когда вы станете другими людьми. И он, и вы. На это может понадобиться время от нескольких месяцев, даже до лет. Да? И если этот мужчина к вам не вернется, то и не надо. И вы тут ничего не потеряете, и он ничего не потеряет. Вы будете императрицей без него, и он императором без вас. Или вы сойдетесь с этими другими людьми, которые что-то переживут, новые какие-то эмоции в своей жизни. И вот та ссора, то ваше действие какое-то, оно забудется, да, потому что он это перерастет, и оно не будет его травмировать вообще. И вы это не будете повторять, потому что вы это тоже перерастете, то, что вы сделали. Но тут решает, девочки, реально практически только время и какие-то события, да. Это ваши отношения в какой-то мере, можно сказать, и кармические по исправлению вот этих вот ошибок в себе, да. Я вот даже не могу сказать, что это прямо ошибки, что ты там, знаешь, его капец как обидела и все остальное. Ты делала это как императрица, а он реагирует на это как император. Понимаешь? И сойдетесь или вы, или не сойдетесь, это даже не ваше решение сейчас. То есть ты сейчас не зрела для того, чтобы понять это, и он сейчас не зрел, чтобы это понять. Понимаешь? Яблоки падают в августе, когда они зрелые, они падают на землю, и там, как говорится, могут объединиться, да, в корзине одной. А так вы висите сейчас на разных ветках. Вот такие вот дела. Я вам так и скажу, это судьбоносное. Если он, девочки, к вам не возвращается, и вы, вот знаете, вот это переживете, у вас очень много тоже всяких интересных вещей будет сейчас в жизни, да? И обратите внимание, когда вы изменитесь. Вот вы почувствуете это в себе. Вы почувствуете, что вы как-то вот станете зрелее, умнее как-то. И он тоже это почувствует. И, возможно, вот эти вот... Вы друг друга не будете забывать. Ни этот мужчина, ни вы не будете забывать друг друга.
И когда-то, когда ему захочется вернуться, он вам позвонит и напишет. И все равно где-то будет между вами встреча, когда вы либо разойдетесь навсегда, либо останетесь все время вместе. Но сейчас это невозможно, потому что между вами не шестой старший аркан влюбленных, а отшельник, мои девочки. Понимаете? И это как бы надолго. Пусть пройдет время, да, пусть пройдет время. Если вы чувствуете вот эту вину перед ним, да, можете написать ему это сообщение, передать через друзей или еще как-нибудь, да, что да, я раскаиваюсь, я была не права, это моя вина, мне с ней жить, твою реакцию я понимаю на это все, я принимаю твое любое решение, и я буду пытаться исправиться, стать лучше и все остальное, и пусть пройдет это время, и я не то, что там исправлю свои какие-то ошибки, да. ам, Я пойму, что это неприемлемо для меня тоже, и мое поведение в твою сторону неприемлемо так, да. То есть вам надо просто вот это вот пережить. Ему и вам. Но стоит ли, например, за какие-то свои проступки, например, у человека попросить прощения, я считаю, что стоит. Это облегчит вам душу и облегчит его какие-то страдания, что вы поняли что-то, да. То есть вот это поможет вам в примирении, но оно не скоро, мои дорогие, будет. Вот такое вот сейчас гадание, девочки, выпало. Поэтому вы не бойтесь этих всех решений, да. Просто вот переварите в себе вот этот опыт. Почему вы так или иначе поступили по отношению к нему? Что вами двигало в этот момент? Делали вы это осознанно или так это случайно появилось, как-то вылезло с вас, да, вот как-то вырвалось что-то такое, да? Может, как раз таки, может, вы как раз таки не нагулялись, да? Может, вам стоит вот это вот ощутить вот эту какую-то свободу, независимость, да? Вы ж не просто так вот это что-то сделали, что его обидело, да? Не согласовали. В тот момент, когда вы что-то делали против него, скажем так, да, за его спиной, допустим, вы же это делали вот неосознанно, так как вы считали, как ваше сердечко, как ваша голова подсказывала, что так или иначе надо поступить, да? Все. Тут такое, девочки. Надо задуматься, вот поступили вы не то, чтобы вот по отношению к нему как-то не так, да? Возможно, вам это действительно надо было. И то, что вы разошлись, да, это неприятно, то, что вы разошлись, вы скучаете по этому человеку, все, но, может быть, так и надо было вам. Но вы в тот момент, вот знаете, не ощущали себя, вы слышали, вы правильно делали, что вы слышали себя, вы чувствовали и поступили так, как вам, возможно, хотелось. Но то, что возникла какая-то горечь, недопоминание, ссоры, уходы вот эти вот, да, это же просто реакция вот этого человека, близкого вам на тот момент или на сегодняшний момент, да, это его реакция. Способны ли вы, например, глушить в себе то, что вырвалось в тот момент в будущем? И надо ли это глушить? Возможно, это часть вашей жизни, понимаете? Вот как же, мужчины тоже запрещают женщине, например, танцевать, а вы любите танцевать. Как можно балерине запретить танцевать просто из-за своего какого-то желания? Что он вас стеснял как-то, что вы это сделали? Если он вас стеснял, а вы наперекор ему это сделали, а не сделаете ли вы это потом, девочки? Тут не самое главное, помиритесь ли вы с этим мужчиной в данный момент. Тут не самое главное. Тут самое главное, насколько вы и он можете либо измениться, не в угоду кому-то, да, а просто вот измениться по жизни. То есть мы меняемся по жизни, да, переходим в новые какие-то состояния, в новый опыт какой-то. Или все-таки вы хотите остаться с этим человеком в угоду ему?
или в угоду себе? Тут, девочки, очень много таких вот вопросов, да, и они вот с этими вашими арканами выпали. Император, императрица, девочки. Вот смотрите, даже если вот подсказки убрать, вот эти, да, смотрите, император, отшельник, суд, императрица. Подсказки, подсказки. Видите, вы и он. Вы и он. Императрица, император, а между вами суд и отшельник, девочки. Вам надо очень хорошо продумать, сможете ли вы вместе преодолеть. Вы эту карту суда, а он это состояние отшельника. И надо ли оно вам? Потому что если хоть одна эта карта, либо суд, либо отшельник останется, вот пары все равно не сложатся. Вы должны быть без этих карт, чтобы быть вместе. Вот такой вот расклад, котики мои. Поэтому здесь, скорее всего, в ближайшее время, не то, что скорее всего, вы в ближайшее время не помиритесь, да? Но должны оттикать часики, должно пройти время. Время, которое лечит, время, которое нас меняет. Время, которое приносит события, которые нас меняют. Пусть, девочки, это время идет, не бойтесь его. Вот и все. Чувствуйте себя. И пусть этот мужчина тоже чувствует то, кто он есть, да? А вы чувствуете, кто вы есть. Захотите ли вы быть вместе. Потом, узнав каждый сам себя, так как надо узнать, чтобы был такой гармоничный, красивый брак, красивые отношения, где люди дополняют друг друга, а не обижают. Вот такие дела, котики мои. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.